there is a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. На данный момент в игру Asphalt 8 играет большое количество игроков. Почти каждый третий игрок, пройдя карьеру, сталкивается с такой проблемой, как нехватка кредитов. Периодически выходят новые патчи, добавляют новые машинки, и естественно игроки начинают искать гонки, в которых можно нафармить кредитов. И те игроки, которые уже начали фармить, заинтересованы найти трассу, где можно за меньшее время заработать побольше игровой валюты. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дайм, и сегодня мы составим топ-10 самых лучших фармеров в режиме мастерство. В самом начале видео я хочу объяснить, что данный топ был составлен не по количеству кредитов, зарабатываемых за всю гонку автомобилем, а по соотношению затраченного времени и полученных за это время кредитов. Так, например, берем Lamborghini Huracan, который с двойными кредитами зарабатывает за 55 секунд 11 450 кредитов, делим 11 450 на 55 секунд и получаем примерное число кредитов, зарабатываемых за гонку автомобилем. В нашем случае это 208 кредитов в секунду. 11 450 кредитов мы получаем чисто за победу в гонке, точнее за медаль первой, а уже все остальное, что мы навертим, накрутим и надрифтуем, идет уже как бонус к главной сумме. Итак, поехали! На что подкрывает такой непопулярный автомобиль, как Subaru Alcador? У данного автомобиля на 15-м задании в мастерстве трасса Порт Сан-Диего и режим безупречный, что значит потребуется пройти гонку без аварий. За гонку мы получим 11 580 кредитов и по времени затратим 55 секунд, что получится примерно 210 кредитов в секунду. Для того, чтобы фармить на этом автомобиле, вам придется его прокачать в Max Pro и потратить на него 12 двигателей V8. На 9-м месте расположилась Lamborghini Veneno. В 15-м задании у нее стоит трасса Альпы и так же как у Subaru Alcador режим безупречный. Здесь тоже потребуется проехать без аварий, также мы затратим на гонку 55 секунд, но доходность за медаль первой будет чуть-чуть выше. Итого с двойными кредитами мы получим 11 690, что в переводе на секунду время получится 212 кредитов в секунду. Для про-тюнинга вообще не потребуется никаких двигателей, всего лишь по 5 карт S-класса и 12 промежуточных технологий, то есть шуриков. Данный вариант хорошо подойдет новичкам, но далее, как накопите на машинку получше, да карт насобирайте побольше, пересядете уже на что-нибудь подоходнее. 8-е место забирает Ruvka TR3. 15-е задание, трасса Порт Сан-Диего и опять режим безупречный. На трассе нет встречного движения, поэтому разбиться вы сможете только если сами куда-нибудь улетите. За гонку мы затратим 55 секунд и получим минимум 11 790 кредитов, что получится 214 кредитов в секунду. Для прокачки потребуется 8 двигателей F6, что не является дешевым вариантом. Возможно, данный тип двигателей больше пригодится вам для прокачки других, более прибыльных автомобилей нашего топа. На 7-е место с криком «Как же без меня?» врывается Koenigsegg Agera R. Машинка не самая популярная, можно даже сказать местами забытая, но при всех своих минусах имеет весьма хороший фарм. В 15-м задании нас ждет трасса Альпы Реверс и режим Долой Нитро. Многие из вас подумают, Агера и так не едет, так у нее еще и нитро забирают. Но несмотря на все это, Агера проезжает трассу за 54 секунды и получает минимум 11 950 кредитов, что выходит 221 кредит в секунду. Для прокачки Агеры потребуется 16 наддувов V8. 6-е место занимает BMW 3.0 KSL Home Edge. В 15-м задании трасса Порт Сан-Диего и всеми любимый режим безупречный. Есть немножко трафика, довольно высокая скорость автомобиля, но немного покатавшись вы привыкнете и не будете попадать в аварии. На гонку потратите 52 секунды и минимум получите 11 590 кредитов, что получится 222 кредита в секунду. Данная машинка может пригодиться для фарма тем, кто ее уже выиграл ранее в режиме РНД, а для вывода BMW в Pro потребуется 8 двигателей i6. Пятерку лидеров открывает SSK Tuatara. В 15-м задании нас ждет трасса Ока Лондона и режим Долой Нитро. Учитывая, что в стандартном режиме на этой трассе и так практически нет баллончиков с нитро, то режим Долой Нитро мало добавляет новизны. Сам заезд проходит достаточно бодро, едем, крутимся и используем идеальное нитро.
На гонку мы затратим 50 секунд и заработаем 11 950 кредитов, что выйдет примерно 239 кредитов в секунду. Тут прокачка будет схожей с Koenigsegg Agera R. Для вывода Туатары в Pro также потребуется 16 надувов V8. И совсем чуть-чуть не дотянув до тройки лидеров, расположился W Motors Lykan Hypersport. Тут нас ждет трасса Дубай и режим Долой Нитро. Продолжительность гонки составит 49 секунд и минимальное количество кредитов, полученных за заезд, составит 11 900, что получится 242 кредита в секунду. Данный вариант заработка кредитов является одним из лучших. Здесь нет встречного трафика и, разбившись, вы сможете продолжить гонку. Для вывода в Pro потребуется 16 двигателей F6. К тому же сам автомобиль вам еще не раз пригодится для участия в акциях. И наконец мы переходим к тройке лидеров. Третье место нашего топа я отдал Bentley XP10 Speed 6. В задании номер 15 нас ждут Альпы Реверс и режим Долой Нитро. На протяжении всего заезда нам будут встречаться трамплины, где мы сможем сделать развороты, и много встречного трафика, за счет которого мы будем пополнять его запас. Учитывая все это, особых проблем с нехваткой нитро не будет. За заезд мы затратим 50 секунд и минимум заработаем 12 120 кредитов, что получится 242 кредита в секунду, как у Lykan Hypersport. Почему, спросите, я поставил Bentley на третье место, а Lykan на четвертое? Все просто. Несмотря на одинаковый заработок в секунду, Bentley больше выполняет трюков на трассе, поэтому превосходит Lykan за заезд на 400 кредитов. Lykan Hypersport за 49 секунд с учетом бочек и разворотов заработал 12 142 кредита, а Bentley 12 558. Поэтому Bentley считается более прибыльным автомобилем для фарма, чем Lykan. Для прокачки Bentley XP10 Speed 6 потребуется 20 двигателей V8. Так кто же у нас на втором месте? А на втором месте по заработку кредитов в мастерстве заслуженно закрепился McLaren F1 XP5. Удивлены? Я был удивлен не меньше вашего. На 15-м задании нас ждет трасса Дубай Реверс и режим Долой Нитро. Учитывая, что режим Долой Нитро исключает возможность пополнения бака за счет баллончиков на дороге, проблем с запасом нитро у вас все равно не будет, просто потому что сам Макларен его очень медленно расходует. На саму гонку мы затратим 46 секунд времени и получим 11 968 кредитов, что получится 252 кредита в секунду. Для вывода автомобиля в Pro потребуется аж 52 двигателя V12, так что те, кто уже прокачали F1, могут фармить на нем, а кто не начинал, рекомендую взглянуть на лидера нашего топа. И первое место, друзья, занимает McLaren 675 LT. Так же, как и у McLaren F1, в 15-м задании идет трасса Дубай Реверс и режим Долой Нитро. Только у 675 LT в течение гонки отсутствует трафик. Это никак не повлияет на запас нитро, у нас его и так с глазами хватает, зато сводит аварии к минимуму. По времени на заезд мы затратим 47 секунд и получим за победу 12 170 кредитов, что получится 258 кредитов в секунду. Для Pro-тюнинга потребуется всего лишь 16 двигателей V8, и вы получите самого лучшего фармера в игре Asphalt 8 на момент обновления 2.4.0. Для данного топа были протестированы все автомобили А-класса, S и половина B. Замеры по времени делались без учета ускорителей, кроме двойных кредитов. Также хочется предупредить тех, кто посчитает, что топ нужно было составлять, деля полный заработок на затраченное время. Хочу вас обрадовать, что я учел и этот момент, и оказалось, что составляя список по максимальному заработку, а не по минимальному, как сделали мы, то получится абсолютно тот же самый топ, что получился у нас. Просто у каждого игрока свой стиль вождения, и сколько дополнительно бочек и разворотов вы накрутите, тем соответственно больше кредитов получите. На этом наше видео подходит к концу. Делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. А если вы считаете данное видео полезным, то ставьте лайк. Ведь именно ваша положительная оценка и хорошие комментарии заставляют мою ленивую жопу делать для вас чаще полезные видео. На этом у меня все. С вами был Дайм. До скорых встреч и пока-пока. Ставь лайк, дружище, не забудь. И пока-пока.